Представьте 3 часа утра. На глубине 300 метров под гранитным массивом Урала датчики фиксируют сейсмический толчок силой 6 баллов. Это не землетрясение. Спустя секунды приборы фиксируют резкий скачок радиации и вспышку, яркость которой в десятки раз превышает солнечный свет. Дежурный офицер в сферическом бетонном бункере бросается к пультам связи. Он запрашивает генеральный штаб в Москве. В ответ – мертвая тишина. Он пытается связаться с ядерным чемоданчиком президента. Ничего. Согласно всем уставам, страна обезглавлена. Командовать некому, а значит, в обычных обстоятельствах возмездие не последует, но именно в этот момент на мониторе, который молчал десятилетиями, вспыхивает единственная надпись: «Разрешено». Сегодня мы поговорим о пугающей разработке холодной войны, системе «Периметр», которую позже назовут «Мертвая рука». А также мы узнаем, что скрывает 900 метров гранита горы Ямантау, как обычная ракета может стать почтальоном апокалипсиса и передать приказ сквозь огонь, радиопомехи и плазму ядерных взрывов. Может ли машина сама передать право на ядерный удар человеку, которого никто на это не уполномочил? И правда ли, что даже в этот момент у офицера в бункере остается право проигнорировать решение системы и сказать «нет» самой мощной технике в мире? Ну и главное, мы узнаем, почему сами создатели считали эту машину судного дня не триумфом смерти, а высшим актом гуманизма. Только что мы представили возможное начало финала всего. Пустой бункер, тишина и надпись «Разрешено». Но чтобы этот сигнал стал реальностью, мир должен был пройти путь длиной в 20 лет от столкновения во Флоридских проливах до безмолвия секретных лабораторий. Флоридские проливы в октябре 1962 года стали не просто географической точкой, а горловиной глобального конфликта. Именно этот кризис запустил процесс создания системы, которая сегодня известна под 2 именами. В каждом из них есть своя правда холодной войны. Официальное советское название — «Периметр». Оно родилось в Ленинграде в середине 70-х годов, и в ней не было никакой агрессии, лишь сухая логика. Обозначение границы защиты, за которую не пройдет ни один агрессор. Но на Западе эта система получила куда более зловещий титул — «Dead Hand» или «Мертвая рука». Это имя впервые прогремело в 1993 году в «Нью-Йорк Таймс», когда Брюс Блэр описал русскую машину судного дня. Журналистский термин стал идеальной метафорой. Рука, которая сжимает горло врага даже после смерти ее владельца. Так возник парадокс восприятия. Там, где СССР видел защитный барьер, Запад видел неотвратимое мщение из могилы. Но прежде чем обрести эти имена и стать легендой, будущий периметр должен был решить одну фундаментальную проблемку. Эта проблема обнаружилась в кризис 1962 года. Именно тогда в узком пространстве между побережьем США и Кубой развернулась блокада, которую Кеннеди тогда ласково назвал «карантин». Это была реакция на обнаружение советских ракет. Та самая операция «Анадырь», про которую, кстати, можно посмотреть в нашем секретном канале, если вы там еще не были. Но сама-то операция не была случайным вызовом. Напротив, она стала зеркальным ответом Москвы на действия Вашингтона. Ведь за несколько лет до этого США разместили свои «Юпитеры» в Турции и в Италии, фактически приставив ядерный пистолет к самому виску Советского Союза. Для советского руководства переброска сил на Кубу была единственным понятным способом восстановить пошатнувшийся стратегический паритет или попыткой создать для Америки соразмерную осязаемую угрозу у ее собственных границ, чтобы заставить противника договариваться на равных. Ведь от Кубы до Штатов Америки там не больше 200 километров. Для сопровождения этой миссии в тропические воды были направлены 4 дизельные подводные лодки, и включая самую легендарную Б-59. Оказавшись в эпицентре блокады, они превратились в самое изолированное звено системы управления ядерными силами. И одновременно
самое непредсказуемое. Это была не черная пятница, это была черная суббота. 27 октября технические ограничения связи в сочетании с физическим истощением людей едва не перечеркнули волю высшего руководства сверхдержав. Американские эсминцы, обнаружив Б-59, начали использовать такие сигнальные глубинные бомбы. Небольшие заряды предназначены не для уничтожения подлодки, а для психологического воздействия на экипаж. Они хотели, чтобы подлодка всплыла. Однако на борту лодки ситуация воспринималась иначе. Для дизель-электрических лодок проекта 641, спроектированных для эксплуатации в северных широтах, Карибское море стало ловушкой. Из-за неисправности систем кондиционирования температура в отсеках поднялась до 60 градусов Цельсия. Уровень углекислого газа зашкаливал, а грохот взрывов за бортом резонировал в металлическом корпусе, создавая иллюзию полномасштабной атаки. В этот момент возникает критический коммуникационный разрыв, ставший одной из главных причин последующих событий. Подводная лодка была практически отрезана от внешнего мира по двум причинам. Во-первых, физика. Соленая вода почти полностью блокирует радиоволны высоких частот, на которых работала связь с Москвой. И чтобы принять приказ или сводку новостей, лодке требовалось всплыть на сеанс связи или хотя бы выпустить антенну на поверхность. Во-вторых, тактика. Американские противолодочные силы вели постоянные преследования, то есть буквально висели на хвосте у Б-59. В результате экипаж не получал никакой политинформации несколько дней, а это значило только одно. Они не знали, началась ли война в небе над Вашингтоном или она уже бушует над Кремлем. В условиях этого давления и физического истощения командир Савицкий пришел к выводу. Конфликт уже перешел в горячую фазу. Он приказывает готовить к выстрелу торпеду с ядерным зарядом мощностью 10 килотонн, которая была бы способна уничтожить авианосную группировку США. Судьба ситуации оказалась зажата в рамках жесткого протокола, требовавшего единогласного согласия 3 старших офицеров. Командир Савицкий и старший политический офицер Масленников были убеждены – удар нужно наносить. И лишь голос начальника штаба бригады Василия Архипова остановил запуск. Архипов имел редкий опыт. За 2 года до этого он был на борту атомной подводной лодки К-19, где участвовал в предотвращении катастрофического взрыва реактора. Это столкновение со смертью научило его холодной расчетливости. Архипов сумел убедить измотанного командира, что взрывы за бортом — это не уничтожение подлодки, это сигнал к всплытию. Этот эпизод продемонстрировал стратегам ключевую проблему. Если централизованная система связи дает сбой в какой-то момент критический, переходит к одному конкретному человеку, находящемуся в условиях колоссального стресса и дефицита данных. Периметр в будущем должен был гарантировать, что ответный удар не будет зависеть от информационного вакуума или случайности. После этого потрясения наступила эпоха, которую историки назвали разрядкой. Но этот период был похож на тонкий ледяной наст. Он держал, пока по нему шли очень осторожно. Подписывались разные договоры ОСВ-1, ОСВ-2, документы, которые впервые в истории устанавливали потолок для накопления вооружений. ОСВ-1, например, подписанный в 1972 году, лимитировал количество пусковых установок, а ОСВ-2 уже 7 лет спустя пытался ограничить уже число ядерных зарядов на носителях. Лидеры друг другу мило улыбались, пили кофеечек, но за спиной они продолжали накапливать военную мощь. И если в начале 60-х годов США обладали подавляющим превосходством, имея около 5000 боеголовок против всего 400 наших советских, то к середине 70-х годов ситуация радикально изменилась. Советский Союз совершил масштабный промышленный рывок, достигнув ядерного паритета. Обе стороны вышли на уровень от 7 до 9 тысяч стратегических зарядов. Но СССР не просто догнал оппонента, он создал особую структуру сил, сделав ставку на сухопутный каркас, ракетные войска стратегического назначения, или РВСН. Именно на рубеже 70-х годов происходит важный сдвиг гонки вооружений. Она смещается в сторону Европы. Расстояние здесь значительно меньше, а значит, время на принятие решения сокращается до минимума. В конце 70-х годов СССР начинает развертывание комплексов РСД-10 «Пионер» или по натовской классификации СС-20 на территории Белоруссии, Украины и европейской части России.
Эти мобильные ракеты средней дальности могли скрытно выходить на позиции из лесных массивов, что делало их почти неуловимыми для спутникового наблюдения и планирования превентивного удара. Такая ситуация создавала опасный политический зазор. Вашингтону пришлось бы решать, готов ли он вступать в глобальный конфликт и подставлять под удар собственные города ради спасения союзников. Этот сценарий фактически отделял безопасность Европы от ядерного зонтика США, превращая европейские страны в заложников их близости к советским границам. Ответ Запада оформился официально 12 декабря 1979 года. И назывался он «Двухпутевое решение». Оно предлагало Москве путь переговоров, но в случае их провала подразумевало размещение в Европе новых систем – ракет «Першинг-2» и наземных крылатых ракет. Именно на этом фоне мы выходим в начало 80-х годов, когда масштабы советского стратегического потенциала выглядели особенно угрожающе и одновременно уязвимо. По американским оценкам начала 80-х эта группировка описывалась почти как отдельная индустрия внутри государства. Сотни шахт и тысячи боевых блоков. В докладе Soviet Military Power от 1983 года прямо говорилось, что советские МБР несут около 6 тысяч ядерных боеголовок. И основу этой мощи составляли тяжелые ракеты, такие как Р-36М, известные на Западе как «Сатана». Это были носители разделяющихся головных частей индивидуального наведения. Одна такая «Сатана» могла доставить к цели до 10 боевых блоков, и каждый из которых был нацелен на отдельный город или военную базу. И тут возникает главный парадокс. Кажется, что чем больше у тебя боеголовок, тем спокойнее должна быть жизнь. Но на практике все же оказалось наоборот. Тысячи боевых блоков, разбросанные по огромной территории, превращаются в реальную силу только в тот момент, когда до них доходит приказ. Чем сложнее становилась эта структура с ее многочисленными узлами связи, цепочками кодов и командными центрами, тем выше был риск того, что все управление рассыпется от одного точного удара. И вся эта колоссальная мощь оказалась бы в абсолютной зависимости от единственного центра. Если связь с ним оборвется, например, то тысячи ракет превращаются в груду металла, которую просто даже некому было бы привести в действие. Любые каникулы рано или поздно заканчиваются, и начинаются рабочие будни. Надеюсь, что вы переварили эти налоговые нововведения и удачно прикрыли свой тыл. Если вы все еще в поиске оптимальных решений, то эта информация для вас. Увеличение НДС влечет не только рост налоговой нагрузки, но также требует углубленного ведения бухгалтерского учета и связанной с ней бюрократической волокиты, счета, фактуры, декларации по НДС и многое другое. Для корректной работы компании нужен хороший опытный профессионал, от качества которого, естественно, зависит финансовое благополучие организации. Однако на проверку такого специалиста уходят годы. И вот почему так важно не допустить ошибку при выборе такого человека. Команда первого в России бухгалтерского конвейера МАКа предлагает готовое решение. На протяжении 11 лет МАКа-эксперт очень внимательно следит за изменениями налогового законодательства и всегда использует самые новые возможности в целях оптимизации расходов своих клиентов. В МАКа функционирует целый департамент, специализирующийся на налоговых консультациях, где профессионалы постоянно держат руку на пульсе и готовы реагировать в самые кратчайшие сроки. По всей России, от Калининграда до Находки, без больничных, декретов, отпусков, на вас работает целый штат узкоквалифицированных специалистов. Можно сказать, как конвейер на беспрерывном производстве, что позволяет удерживать низкую себестоимость без снижения качества услуг. МАКа-эксперт поможет до 80% сократить расходы на содержание бухгалтерского штата, заменит собой всю бухгалтерию или вообще на себя возьмет определенный участок работ, например, кадровое дело производства, расчет заработной платы или что-нибудь еще. Освободит вас от поиска и найма профессиональных кадров, что позволяет сосредоточиться на действительно важных бизнес-процессах. Более 1000 компаний уже доверили компании МАКа-эксперт свой учет. Подключайтесь и вы. Ссылочка в описании, так что идите и подключитесь. А мы продолжим. Важно понимать, что нарастающее напряжение начала 80-х годов не было односторонним процессом. В это время в Вашингтоне спорили почти теми же категориями.
Выдержит ли управление удар? Насколько уязвимы шахты и сколько минут останется на решение? В 1980 году администрация Картера утвердила директиву PD-59 или Countervailing, идею планирования длительной ядерной кампании с приоритетом именно по военным объектам и системам управления. С приходом в Белый дом Рональда Рейгана в 1981 этот вектор лишь усилился. В 1982 году выходит документ NSDD-13, где отдельно подчеркивается необходимость создания выживаемых и длительно работающих систем C3I или Command Control Communication and Intelligence. Проще говоря, обе сверхдержавы стремились к одной цели – защитить собственный мозг и парализовать чужой. Любое техническое достижение конкурента, будь то сверхточная боеголовка или новая система связи, воспринимались как попытка сделать свой ответный удар невозможным. Западные стратегии быстро поняли. Пытаться уничтожить тысячи укрепленных шахт в сибирской тайге, например, задача запредельной сложности. И так оформилась концепция Decapitation Strike или обезглавливающий удар. Суть заключалась в том, чтобы перенести огонь с самих ракетных шахт на командные бункеры, узлы связи в Москве. Именно для реализации этой стратегии в качестве идеального оружия для мгновенной блокировки советского генштаба в 1983 году в Европе развертываются ракеты «Першинг-2». Чтобы осознать масштаб угрозы, достаточно обратиться к математике времени. Если классическая межконтинентальная ракета летела из США 30 минут, оставляя Москве небольшое окно возможностей для звонков по горячей линии, то «Першинг-2» фактически обнулил эту дистанцию. Подлетное время от 5 до 8 минут, исключающее любую возможность на человеческую реакцию. Но пугал не только скорость. Система наведения «Радак», сканирующая местность в полете, обеспечивала точность до нескольких десятков метров. Удар Першинга мог парализовать высшее звено командования раньше, чем сигнал об ответном ударе успел бы достичь стартовых позиций в глубине страны. В 1983 году политический язык окончательно закрепил этот раскол. Знаменитая речь Рейгана 8 марта, где Советский Союз был назван «империей зла», была не просто риторическим приемом. В мире ядерных кнопок перевод конфликта в плоскость морали означал, что компромисс больше невозможен. Зло не сдерживают, его уничтожают. А дальше последовала трагедия 1 сентября 1983 года, когда советский перехватчик сбил южнокорейский лайнер КАЛ-007, приняв его за разведчик. Здесь была зафиксирована почти учебная петля причин и последствий. Самолет отклонился от маршрута из-за рутинной ошибки пилотов при настройке автопилота. В мирное время это закончилось бы перерасходом топлива, но в 1983 году это привело к гибели 269 человек. Именно этот инцидент стал началом тому, что Белый дом публично объявил о готовности предоставить систему GPS для гражданского использования, чтобы ошибки в навигации больше никогда не стоили человеческих жизней. Но в моменте это событие стало искрой. В штабах поняли, что любая техническая заминка теперь ведет к мировому пожару. В этой атмосфере взведенного курка всего через 25 дней после трагедии с КАЛ-007 ночью 26 сентября 1983 года на сверхсекретном пункте Серпухов-15 происходит инцидент, ставший финальным аргументом в пользу автоматизации возмездия. Космическая система предупреждения ОКА, спутниковый эшелон УСК, зафиксировала старт американской ракеты «Минитмен», а следом за ней еще 4. Надпись на табло сменилась на «Пуск». Вскоре система подтвердила ракетное нападение. У оперативного дежурного подполковника Станислава Петрова оставалось меньше 15 минут до предполагаемого удара. Петров был не просто офицером, он был инженером-аналитиком, который участвовал в разработке алгоритмов этой системы и знал ее особенности. Его смутило, что 5 одиночных ракет не укладываются в логику обезглавливающего удара, который должен начинаться массовым пуском, а наземные радары по-прежнему не видели целей за горизонтом. Опираясь на эти сомнения, Петров доложил по линии связи, что информация системы является, скорее всего, ложной. Последующее расследование выявило причину сбоя. Редчайшее сочетание геометрии Солнца, угла наклона спутника на орбите и отблеск света от высоких перистых облаков, которые датчики ошибочно
приняли за тепловые факелы стартующих ракет. Петров фактически предотвратил ядерный ответ, но за нарушение формальной инструкции он получает выговор. Его дальнейшая карьера не получила ожидаемого развития, а его поступки мир узнал лишь только в 1998 году, когда инцидент был окончательно рассекречен. Тем не менее, этот случай стал роковым выводом. Человек — это самое непредсказуемое звено системы сдерживания. Этот страх кристаллизовался в систему РЯН, или ракетно-ядерное нападение, масштабную разведывательную программу. По инициативе Юрия Андропова КГБ и ГРУ начали отслеживать сотни косвенных признаков, которые могли бы выдать подготовку Запада к первому удару. Агенты по всему миру превратились в наблюдателей за чужой рутиной, выискивая в ней малейшие аномалии. Логика была проста. Современная война требует колоссальной бюрократической и физической подготовки, которую невозможно полностью скрыть. Поэтому внимание уделялось даже самым бытовым деталям. Например, разведка фиксировала, как долго горит свет в окнах Госдепартамента и Пентагона после полуночи. Массовое освещение окна министерства в неурочные часы служили индикатором административной мобилизации. Если чиновники и аналитики высшего ранга задерживаются на местах, значит, идет согласование последних деталей масштабной и срочной операции. Другим важным маркером стали банки донорской крови. Поскольку кровь имеет ограниченный срок хранения, ее массовая закупка или экстренная централизация запасов в госпиталях рядом с военными базами прямо указывали на то, что НАТО ожидает резкого всплеска потерь в течение ближайших нескольких дней. Самым специфическим признаком была слежка за военными капелланами. Советская разведка исходила из прагматичного анализа западных военных уставов. Перед началом масштабных боевых действий командование обязано обеспечивать личному составу доступ ко всем видам поддержки, включая религиозную. Для Москвы работа капеллана на передовых позициях была таким же четким техническим признаком скорой атаки, как и прогрев двигателей бомбардировщика на взлетной полосе. Пик напряжения приходится на 1983 год, когда начались учения НАТО Able Archer 83. Для Запада это была рутинная проверка связи, но в глазах Москвы она выглядела как идеальная маскировка для реального нападения. Учения включали элементы, которые советская разведка считала критическими. Переход на новые коды шифрования, введение радиомолчания и переброску через Атлантику 19 тысяч военнослужащих. Советские аналитические документы того времени рассматривали сценарий, при котором удар НАТО мог был бы быть нанесен в течение ближайших 36 часов. Советский Союз ответил реальными военными действиями. Половина всех мобильных ракет СС-20 «Пионер» была немедленно развернута на секретных полевых позициях в лесах. Истребители МиГ-23 в Восточной Германии были поставлены на 30-минутную готовность к вылету, а 4-я воздушная армия начала загрузку реальных ядерных боеголовок на боевые самолеты. И это не было учебной тревогой, это была подготовка к полномасштабной войне. Именно здесь периметр должен был сыграть роль психологического стабилизатора. Система должна была гарантировать, что даже если первый удар сотрет центры управления в пыль, возмездие все равно произойдет. Теперь, когда мы восстановили исторический фундамент и логику событий, мы готовы перейти от стратегии к металлу. И дальше мы увидим, как советская инженерная мысль превращала теорию гарантированного ответа в реальные технические решения, в автономные датчики, защищенные сферы и знаменитую командную ракету, которая несла в себе не смерть, а приказ. И вот здесь, в этой точке, когда мы дошли до осени 1983 года и увидели, как страх обезглавливания и страх технической ошибки превращают любую минуту в политическую ловушку, возникает естественный вопрос. А, собственно, когда именно это стало не идеей, не тревожной гипотезой в штабе, а оформленным государственным решением? Когда психологический стабилизатор впервые появился в виде подписи, номера и грифа? Ответ кроется в том, что по-настоящему масштабные системы не рождаются как импульсивная реакция на вчерашние новости. Они требуют десятилетий проектирования. И в истории периметра такой точкой решения становится конкретная дата — 30 августа 1974 года. В этот день
появилось закрытое постановление правительства СССР номер 695-227, которым разработка особой командной системы, позднее известной как «Периметр», официально поручалась КБ «Южное» в Днепропетровске. Важно почувствовать тон этой задачи. Внутри ведомства ее не называли «машиной судного дня». Формулировка была суше. Создать второй резервный контур доведения приказа, то есть такой, который не зависит от того, уцелел ли первый. Первый контур — это основная вертикаль управления общегосударственными автоматизированными системами «Казбек» и ее знаменитыми переносными терминалами «Чегет», те самые ядерные чемоданчики. Работает это так. «Казбек» — это вся защищенная сеть связи и управления ядерным щитом страны. А Чегет — это персональный пульт лидера для авторизации и передачи приказа через эту сеть. Именно эту вертикаль «Периметр» должен был бы подстраховать на случай обезглавливания. Стратегия противника строилась на том, что уничтожение Кремля и Генштаба оставит тысячи советских ракет немыми и бесполезными, потому что приказ до них просто не дойдет. Периметр лишал врага такой надежды. Смысл периметра заключается в изящном инженерном решении. Если все кабели перерезаны, штабы стерты с лица земли, в небо уходит такая специальная командная ракета. Она летит не в сторону врага, а над собственной территорией. Находясь в космосе, она, как гигантский летающий мегафон, транслирует радиосигнал огромной мощности. Этот сигнал — команда на пуск, который автоматически принимается всеми уцелевшими ракетами в шахтах, на подлодках и самолетах. В терминах инженера это канал связи, который обязан выжить и сказать последнее слово тогда, когда говорить на Земле уже будет некому. Интересно, что сама концепция такого резервного контура не была уникальной для СССР. Еще в 60-х годах в США разработали систему ERCS – Emergency Rocket Communication System, работающие по похожему принципу ракеты почтальона. Однако именно здесь пролегало фундаментальное различие философии двух сверхдержав. Американская система оставалась лишь инструментом связи и требовала обязательной санкции человека для активации. Советские же инженеры пошли дальше, создав алгоритм, который при определенных условиях мог бы замкнуть цепь самостоятельно. Если смотреть на периметр как на живой организм, то у него складываются три крупных уровня. Тело — это командная ракета и все, что позволяет ей гарантированно стартовать и стать устойчивой платформой связи. Мозг — это программно-аппаратная логика, датчики, защищенные пункты управления и порядок принятия решений. И голос — радиокомандная часть, которая делает приказ слышимым даже в условиях ядерного хаоса. Разработка тела системы стала полем столкновения двух крупнейших ракетных школ СССР. На роль головного разработчика претендовали два гиганта — ОКБ-52 Владимира Челомея с его массовой серией УР-100 и КБ «Южное» Михаила Янгеля с проектом МРУР-100. Несмотря на универсальность челомеевских ракет, специфика периметра требовала не просто массового носителя, а предельной живучести, то есть способности стартовать из радиоактивного пепла, когда вся наземная инфраструктура уже разрушена. Выбор пал на Днепропетровск и КБ «Южное». В министерских кабинетах понимали, Челомей строил отличные ракеты для войны, но Янгель строил ракеты для выживания в войне. Но что именно представляло собой это предприятие и почему его подход стал фундаментом для самой секретной системы страны? История КБ «Южное» началась в 1954 году, когда Михаил Кузьмич Янгель возглавил особое конструкторское бюро на базе автомобильного завода. Янгель принес в отрасль философию, которая на десятилетия определила советский стратегический паритет. Он отказался от экологичного, но капризного жидкого кислорода, на котором, кстати, настаивал Сергей Королёв, в пользу высококипящих компонентов топлива. Но они позволяли годами держать ракету в шахте, полностью заправленной и готовой к пуску за считанные десятки секунд. Янгель не просто проектировал технику. Он создавал школу ампулизированного оружия. Его ракеты серии Р-12 и Р-16 стали первыми по-настоящему боевыми комплексами, способными нести дежурство месяцами. Кульминацией его труда стала Р-36, тяжелая ракета, ставшая предком знаменитого «Сатаны».
Она проектировалась с учетом невероятных нагрузок. Это были вибрации, сейсмические удары и жесткое излучение. Именно эта генетическая надежность Днепропетровской школы стала решающим аргументом. После смерти Янгеля в 1971 году руководство КБ принимает ее преемник Владимир Федорович Уткин. В 1974 году, когда периметру дали зеленый свет, Уткин уже был фигурой, в которой уникальным образом совпадали фронтовой, инженерный и управленческий опыт. Его военная биография — это ключ к пониманию всей архитектуры периметра. Уткин прошел Великую Отечественную войну в составе отдельного батальона связи. Всю войну он провел на передовой в должности телеграфиста и механика спецсвязи, за что был награжден 2 орденами Красной Звезды и орденом Отечественной войны второй степени. Для него обрыв линии связи не был проблемой из учебника. Он видел, как за секунды мощная дивизия превращается в слепую дезориентированную толпу. Стоит только вражескому снаряду перебить кабель. Этот фронтовой страх немоты стал для Уткина личной мотивацией. Он понимал, что армия без управления — это уже не армия. Став генеральным конструктором, Уткин не просто сохранил наследие Янгеля. Он возвел надежность в абсолют. Под его началом доводилось до принятия вооружений Р-36М «Сатана», ракета, которая сама по себе была школой живучести. Уткин внедрил жесткую систему контроля, он лично проверял документацию не только своего КБ, но и сотен смежных заводов. Его стиль называли конструкторской въедливостью. Он мог остановить испытания из-за мельчайшего сомнения в работе реле. Для создания тела системы Уткин выбрал не самую мощную, а самую предсказуемую платформу МР-УР-100УТТХ и индекс 15А16. Логика здесь была предельно прагматичной. Командная ракета периметра не должна была никого поражать. Ей не требовалось нести на себе многочисленные ядерные заряды или иметь сложный профиль для прорыва ПРО. Перед ней стояла иная цель — гарантированно уйти в небо на несколько минут и стать устойчивой платформой для трансляции команд. Именно поэтому выбор остановили на 15А16, отработанном семействе с понятными регламентами и надежными производственными цепочками. Доработанная под новую задачу, ракета получила индекс 15А11 и вошла в состав комплекса 15ПО-11. Дальше тело системы обретает черты реального инженерного организма, спроектированного для одной цели — старта из эпицентра катастрофы. Чтобы обеспечить взлет сквозь руины, для семейства 15А16 был выбран минометный холодный запуск. В этой схеме маршевые двигатели не включаются внутри шахты. Ракету буквально выстреливает наружу мощный пороховой поршень. И только в нескольких десятках метрах над землей она просыпается. Это делает первый метр полета независимым от состояния наземной инфраструктуры. Даже если защитную крышку завалило многометровым слоем обломков, а сам пусковой колодец, например, деформирован, сейсмическим ударом носитель беспрепятственно уходит в небо. Он не рискует взорваться внутри замкнутого пространства. Но выход на траектории — лишь половина задачи, ведь командная ракета является прежде всего носителем голоса. Вместо ядерного заряда на нее устанавливается специальный аппаратурный блок «Головная часть 15Б99» массой 1412 кг. Столь внушительный вес объясняется необходимостью тотального экранирования. Внутренние отсеки защищались массивными слоями свинца, вольфрама и спецсплавов. Эта броня была необходима, чтобы чувствительная электроника не погибла в плазме и жестком излучении ядерных взрывов. За сборку этого уникального ядерного почтальона отвечала Оренбургская НПО «Стрела». Завод обладал исключительным опытом. Там выпускали противокорабельные комплексы «Аметист», «Базальт», которые были способны в условиях мощнейшего радиоэлектронного противодействия работать. Умение оренбургских инженеров объединять тяжелое ракетное железо со сверхчувствительной электроникой стало решающим аргументом. Системе был нужен аппарат, способный не просто выжать в аду, но и сохранить при этом абсолютную ясность речи. А дальше в дело вступают суровые законы механики. Как только головная часть отделяется от ракеты-носителя в безвоздушном пространстве, она неизбежно начинает кувыркаться. Любой, даже самый незначительный импульс, например, срабатывание пиротехнических толкателей при расстыковке, заставляет многотонный аппарат медленно и хаотично вращаться в пустоте. Для ядерного заряда это не имело бы никакого значения, но для системы связи такая болтанка означала бы катастрофу. Представьте, что вы пытаетесь передать какой-нибудь цифровой код, но
Антенна при этом постоянно меняет направление, направляясь то в глубокий космос, то на Землю. Сигнал на приемных пунктах будет постоянно пропадать и заикаться, делая передачу сложной команды просто-напросто невозможной. Для решения этой задачи систему оснастили микродвижками на холодном азоте. Как только датчики фиксировали вращение, автоматика выпускала ювелирные порции газа, которые гасили инерцию и буквально замораживали аппарат в вакууме, удерживая его в строго заданном положении. Использование именно холодного газа было критически важным. Здесь нет никакого процесса горения, а значит, вокруг аппарата не возникает облако раскаленной плазмы, которое неизбежно исказило бы или заглушило радиоволны. В такой кристально чистой среде передатчик работал бы на пике мощности, превращая ракету в идеальный ретранслятор. Однако, чтобы этот голос услышали одновременно на Камчатке и в Калининграде, одной частоты эфира было бы маловато. Требовалось переиграть кривизну Земли, подняв почтальона на недосягаемую высоту. Так инженерная логика приводит нас к траектории. В открытых материалах фигурирует высота порядка 4000 километров. Это почти в 10 раз выше орбиты МКС. Такая вершина нужна не для рекордов, а для чистой геометрии. Чем выше точка, тем шире радиус прямой радиовидимости. С этой позиции аппарат видит под собой практически всю территорию нашей страны, превращаясь в универсальный космический мегафон. Но высота давала и второй не менее важный ресурс — это время. Находясь на пике своей гигантской параболы, головная часть 15А11 получает временное окно порядка 15 минут с гарантированной трансляцией. И смысл этого интервала прост. Система не полагается на единственный крик в пустоту. Она методично повторяет один и тот же пакет команд снова и снова. Это зацикливание дает шанс наземным приемникам. В заваленных шахтах или на глубоководных подлодках вычленить и распознать приказ даже сквозь шторм радиопомех, повреждение антенн или кратковременные сбои в электропитании. На этом моменте мы уже понимаем, что периметр — это не просто одиночная ракета, а неразрывная технологическая связка. Чтобы система сработала, каждый элемент этой цепи обязан выполнить свою роль. Тело должно гарантированно уйти с выжившей позиции. Голова — удержать ориентацию, а траектория — дать стране одновременно и зону слышимости, и достаточное время на расшифровку приказа. Однако даже самый мощный космический ретранслятор остался бы лишь пустой демонстрацией технологий, без разветвленной сети ушей, которые были разбросаны по всей территории ядерной триады. Именно поэтому параллельно с ракетой 15А11 создается глобальная инфраструктура приема. На каждой пусковой установке, на каждой подлодке, в каждом бомбардировщике, везде одна и та же электроника. Командная ракета передает на высоких частотах, что позволяет охватить территорию размером с континент и одновременно быть устойчивой к помехам. Только когда такая инфраструктура была создана, периметр перестал быть набором отдельных узлов и превратился в единый живой организм. Но даже идеальное тело абсолютно бессмысленно без логики, которая решает, когда ему взлетать. И здесь начинается мозг, самая скрытая и интеллектуально сложная часть периметра. Согласно открытым описаниям, система никогда не существовала в режиме всегда включенного автомата. Ее истинный смысл заключается в создании параллельного контура управления, который приводится в высшую боевую готовность только в период глубокого кризиса. За разработку этого цифрового разума отвечает ленинградское НПО «Импульс», уникальное объединение, которое по праву считается интеллектуальным авангардом советского оборонно-промышленного комплекса. «Импульс» был не просто проектным институтом. Это была главная кузница автоматизированных систем управления ракетных войск стратегического назначения. Фактически, в этих стенах проектировали нервную систему ядерного щита страны, создавая сложнейшие комплексы, такие как «Сигнал», которые связывали Генштаб с каждой пусковой установкой. Именно здесь, под руководством Владимира Ивановича Мельника, генерального директора и генерального конструктора систем управления, создавалась программно-аппаратная среда, способная заменить собой волю целого государства, если оно перестанет существовать. Задача Мельника была парадоксальной. Нужно было создать систему, которая одновременно была бы абсолютно решительной в момент агрессии и предельно недоверчивой в мирное время. Чтобы мозг мог принять решение, ему требовались органы чувств, способные распознать комплексный ядерный подчерк войны.
Главный секрет здесь в том, что датчики не работали сами по себе. Они были вплетены в общую логику сомнения. Инженеры понимали, сейсмический толчок может оказаться обычным землетрясением, вспышка света — случайным пожаром, а скачок радиации — локальной аварией. Поэтому система никогда не верила одному признаку. Она ждала корреляции пугающего совпадения сразу же нескольких факторов, сошедшихся в одном месте и в одно время. И только когда разные органы чувств подтверждали общую картину, не похожую ни на одно мерное событие, у мозга появлялось основание действовать дальше. Именно из этой связки, когда факты превращаются в выводы, вырастает знаменитый алгоритм 4 «да». Его детали стали известны миру благодаря полковнику Валерию Ярыничу. Это был выпускник военной академии связи, который прошел путь от инженера стратегических ракетных соединений до заместителя начальника войск связи РВСН. Ярынич был не просто связистом, он был одним из ведущих аналитиков, закладывавших саму логику автоматизированного управления ядерным щитом. Однако в этой истории есть место тому, что в профессиональной среде часто воспринимают как акт профессионального предательства. В 2009 году, уже будучи профессором в американском университете, куда он, кстати, эмигрировал после распада СССР, Ярынич дал развернутое интервью журналу Wired, в котором он впервые публично вскрыл архитектуру периметра. Для человека, десятилетиями хранившего секреты высшего государственного значения, это был радикальный шаг. По его версии, наличие периметра решало прежде всего психологическую задачу. Оно позволяло руководству страны не принимать поспешных решений в условиях паники, зная, что их гибель не предотвратит ответный удар. Сам алгоритм, раскрытый Ярыничем, представлял собой последовательную цепочку проверок, где система на каждом шаге мучительно искала повод остановиться. Все начинается с первого «да» — человеческие решения. В мирное время периметр не имеет права на самостоятельность. Его взводит офицер только в условиях глубокого кризиса. Это ключевой предохранитель. Он отвечает за главный страх, что машина может начать войну сама по себе. Следом идет второе «да» — проверка физической реальности. Здесь органы чувств системы сверяют факты, подтверждая, что события на поверхности действительно являются ядерной атакой. Машина ищет не просто сигнал, а пугающее совпадение всех признаков удара, исключая любую техническую ошибку. Третье «да» — это проверка на сиротство. Машина ищет связь с живым командованием. Здесь соблюдается строгая иерархия. Если генштаб отвечает, периметр обязан затихнуть. Живой человек всегда лучше автоматики. Он видит политический контекст и может отменить приказ. Но если атака подтверждена, Москва молчит, сама эта тишина превращается в физический акт. Для мозга системы отсутствие связи в условиях войны означает лишь одно — каналы управления уничтожены вместе с теми, кто должен был ими владеть. И, наконец, четвертое «да» — последний человеческий фильтр в лице дежурной смены в бункере. Логика здесь предельно прозрачна. Если руководство страны молчит, но офицеры в самом сердце системы живы, решения принимают они. Человек в эпицентре ада все еще лучше машины, и только если подтверждена катастрофа и связи с центром нет, а дежурный пункт тоже замолчал, система замыкает цепь самостоятельно, нанося ответный удар от имени уже исчезнувшего государства. Когда алгоритм принятия решений ясен, встает главный вопрос: где физически находится сердце этой машины? В какой точке и пространстве сходятся все сигналы и проверяется та самая роковая тишина? И мы подходим к самой охраняемой части истории — защищенным командным пунктам. Важно понимать, официальные российские структуры никогда не публиковали чертежи или точные координаты этих объектов. Все, что мы знаем сегодня, это результаты работы западных аналитиков, данных спутниковой разведки и свидетельств, собранных в таких трудах, например, как книга Дэвида Хоффмана «Мертвая рука» или «The Dead Hand». Согласно отчетам разведывательного управления Министерства обороны США,
Наиболее вероятным кандидатом на роль главного штаба является Косвинский камень на Урале. Американские военные эксперты десятилетиями следили за этой горой, фиксируя по спутниковым снимкам колоссальные объемы вынутого грунта и подводку мощных линий электропередач. Выбор этой точки продиктован геологией, которую невозможно обмануть. Гора сложена из дунита. Это сверхплотная порода с плотностью около 3300 кг на метр кубический. По оценкам западных геологов, это идеальная естественная броня, способная блокировать жесткие гамма-излучения и выдерживать нагрев до 2700 градусов Цельсия. Главный инженерный принцип здесь — отсутствие верхнего предела прочности. Если объект скрыт под примерно 300-метровой толщей дунита, энергия удара просто рассеивается в массиве. По некоторым расчетам, такая подушка позволяет аппаратуре выжить даже при взрыве мощностью в 100 мегатонн. Внутреннее устройство объекта исследователи реконструируют по принципу вертикальной подводной лодки. Предполагается, что это такая многоэтажная система герметичных модулей на гигантских пружинах, амортизаторах, и они нужны, чтобы погасить сейсмический сдвиг от ядерного взрыва. Судя по мощности дизель-генераторов, зафиксированных разведкой, объект способен работать в режиме полной изоляции более 30 суток. Связь с внешним миром поддерживается через защищенные кабели шахты и волноводы, выведенные к радиорелейным станциям на вершине. Еще одно место, окутанное мистической завесой тайны, это гора Ямантау. В 90-е годы западные разведки были заинтригованы спутниковыми снимками этого района. Закрытый город Межгорье, гигантские объемы вывезенного грунта и тысячи строителей в глухой Уральской тайге. По косвенным оценкам, внутри горы высечен комплекс, способный разместить в себе десятки тысяч людей, и такой своего рода подземный город. В контексте нашей истории Ямантау — это высшая точка философии островов выживания. Логика здесь простая. Смысл резервирования в одной суперкрепости, а в том, чтобы таких точек было несколько. Или же они должны быть максимально разнесены географически. Если один узел замолчит, стратегическое управление страной не обрывается, а мгновенно перетекает в другой. И, наконец, финальный рубеж системы. Это люди. Дежурные офицеры в защищенных пунктах — это не персонажи боевиков, это люди бесконечной рутины. Их главная задача — сохранять ледяное спокойствие и не поддаваться адреналину, когда на экранах складывается картина катастрофы. Это они — последний фильтр здравого смысла, который встроен в архитектуру. Они нужны системе для того, чтобы в критический момент, пока связь еще не оборвалась окончательно, рядом с автоматикой стоял человек, который способен оценить реальность происходящего. И вот теперь, когда периметр уже не выглядит мистической легендой, а складывается в ясную конструкцию, тело, мозг, голос, неизбежно возникает следующий шаг. Любая стратегическая система обязана подтвердить, что сумеет передать приказ, даже если линии связи перебиты и питание отключено, а штабы стерты с лица земли. Именно такую проверку СССР начал в конце 70-х годов. Это была методичная отработка сценария немоты. Попытка доказать, что машина сумеет действовать тогда, когда люди уже лишены такой возможности. Этот этап летных испытаний проходил под руководством генерал-лейтенанта Варфоломея Карабушина. Точкой отсчета стал декабрь 1979 года. Первый пуск командной ракеты 15А-11 из Капустин-Яра подтвердил, что аппаратура связи способна выдерживать траекторию и работать в штатном режиме. В ходе серии тестов до 1982 года систему проверяли на способность пробивать приказом эфир и доводить их до боевых позиций разных типов ракет. Для этого по всей стране, от шаг до командных пунктов, монтировались дополнительные антенны и приемники, превращая разрозненные части ядерного щита в единую, готовую слушать небосеть. Но периметр должен был уметь говорить сквозь пламя. Параллельно с пусками комплекс испытывали на выносливость в ведущих научных центрах, имитируя радиационное и электромагнитное воздействие ядерного взрыва. Проверки подтвердили: электроника сохраняет работоспособность при нагрузках, значительно превышающих требования техзадания.
Постепенно система охватила всю ядерную триаду, от ракетных шахт до подводных крейсеров и стратегической авиации в небе. К марту 1982 года периметр стал глобальной нервной системой обороны, а в январе 1985 года официально заступил на боевое дежурство. С годами система трансформировалась. После распада СССР и договоров СНВ-1 первая конфигурация комплекса была выведена из режима, но его логика была адаптирована для новых носителей. В 2000-е годы появилась модернизированная «Сирена», работающая в связке с современными ракетами. В 2011 году это подтвердил командующий РВСН Сергей Каракаев, заявив, что периметр по-прежнему находится на дежурстве. Сегодня его истинная сила кроется в неопределенности. Отсутствие детальных данных о протоколах делает любую попытку обезглавливающего удара бессмысленной. Главный итог этой истории не в металле, а в психологии. Периметр заменил панический страх на запас времени. Это позволило лидерам, скажем так, не спешить с ответом, исключая риск случайного конца света из-за ложной тревоги. Но как бы ни были успешны испытания, они остаются лишь сухой теорией. Система начинается там, где привычная жизнь обрывается. И чтобы до конца понять, как на самом деле работает этот механизм, нам придется оставить отчеты комиссии и вообразить тот самый день X, когда тренировочная тишина станет абсолютной, а горизонт вспыхнет ослепительным светом. Помните, как в самом начале мы оказались в пустом бункере, в дежурном свете, под гул вентиляции и увидели единственное слово на табло? Разрешено. Давайте же теперь попробуем восстановить, как вообще может наступить момент, когда это слово появляется. И сделать это не в общих чертах, а шаг за шагом, так, как его увидела бы система. 2:30 ночи. То, что почти всегда остается за кадром. Все начинается не со взрывов, а с тихой фиксации тепловых аномалий. Спутники системы предупреждения, находясь на геостационарных орбитах, фиксируют массовые факелы. Это такие гигантские сверхмощные шлейфы раскаленных газов, которые выбрасывают двигатели баллистических ракет в первые секунды после старта. Для высокочувствительных инфракрасных датчиков эти тепловые подписи выглядят как ослепительные точки на абсолютно холодном фоне планеты. Для периметра это еще не война. Это лишь математика баллистических кривых. В этот момент мир превращается в чистую геометрию. Точки старта, расчетные азимуты и векторы разведения боеголовок. В игру вступает холодная межконтинентальная логика. У руководства страны появляется то, на чем десятилетиями держалась архитектура сдерживания. Окно принятия решения. Это где-то те самые 25-30 минут, когда данные спутников должны быть подтверждены наземными радарами. Никакой паники. Только сухой процесс двойной верификации, скажем так. Попытка понять, это фатальная системная ошибка или это начало конца. 2:40. Скрытый порог возведения контура. 20 минут до катастрофы. Именно в этот момент решается судьба системы. На фоне данных от РЛС в первом контуре управления на уровне президента и генштаба принимается решение о передаче права на ответ. Это еще не пуск ракет, это возведение курка. Понимая, что события могут развиваться слишком быстро, а основные командные пункты могут быть уничтожены первым же ударом, руководство вводит коды активации. Своим решением они переводят периметр из режима мониторинга в режим готовности к автономному действию. С этой секунды система перестает быть просто набором электроники. Оно превращается в заряженное оружие, которое выстрелит само, если те, кто его взвел, замолчат навсегда. 2:56. До точки невозврата остается 4 минуты. Начинается фаза, ради которой десятилетиями строилась вся архитектура системы. Удар по нервам государства. Боеголовки достигают центров управления, достигают узлов связи и ключевых командных пунктов. В этот момент доклады дежурных сменяются данными объективного контроля. В дело вступают датчики
которые вмонтированы в гранит и в бетон. Под Уралом акселерометры фиксируют сейсмический импульс. Резкий вертикальный удар, принципиально не похожий на растянутую волнообразную фазу природного землетрясения. Почти мгновенно спектрометры регистрируют мощную световую вспышку. А ионизированные камеры фиксируют скачок жесткой радиации. Следом приходит аномальный профиль давления ударной волны. Для периметра это не просто набор катастроф. Это корреляция признаков. Одиночный сигнал может быть сбоем или провокацией, но связка сейсмика, свет, радиация, давление образуют неоспоримый физический почерк ядерного взрыва. С этой секунды система начинает движение вниз по ступеням логики, где каждый следующий шаг все больше исключает человека из цепочки принятия решений. 2.58. Алгоритм 4 «да» начинает проверку. Система переходит к финальной верификации. На этом этапе время для периметра оно сжимается. Он действует как беспристрастный арбитр, для которого реальность — это лишь сумма логических условий. Первое «да» — политическая санкция. Это условие уже выполнено в 2.40. Люди повернули ключи, делегировали машине право на последний ход. Предохранитель снят. Это второе «да». Система запрашивает уже не у начальников, а у самой планеты. Действительно ли это массовая атака? Здесь она опирается на объективные данные сенсоров, которые не подвержены панике, они не ошибаются, типа по убеждениям, и не реагируют на слухи. Планета ответила «да». Третье «да» — это самое жуткое по своему смыслу, потому что это проверка на сиротство. Периметр начинает опрашивать все узлы связи Генерального штаба, правительственную сеть и терминалы ядерного управления. Машина мучительно пытается достучаться до того, кто обязан отвечать всегда. Главным симптомом становится не шум помех, а абсолютная стерильная тишина. В логике такой системы это означает не плохую связь, это означает смерть структуры. Отсутствие связности как явление подтверждает: Москвы больше нет, Генштаб уничтожен, первый контур управления аннигилирован. Система фиксирует статус. Государство обезглавлено. 3 часа ночи. В глубоком защищенном пункте дежурная смена видит на своих экранах то, что видит автоматика. Подтвержденные физические признаки ударов. Отсутствие связи с первым контуром, попытки связаться с политическим звеном, которые возвращаются пустотой. Именно в этот момент наступает событие, которое лишено героизма и какого-либо пафоса. Это чистый, сухой регламент. Автоматика, собрав воедино все доказательства катастрофы, запрашивает у человека подтверждение на запуск командной ракеты. Если это реальный обезглавливающий удар, а они проявят слабость, государство умрет молча. Если они нажмут кнопку, они запустят процесс, который физически невозможно отменить. Тишина в помещении становится частью боевой процедуры. В этом вакууме, где человеческая воля должна поставить последнюю точку в расчетах машины, на пульте загорается финальная команда. 3.02. Шахта открывается, срабатывает минометный старт, пороховой аккумулятор давления выталкивает ракету вверх. Вверху включаются маршевые двигатели. Командная ракета уходит, чтобы донести приказ. Дальше работает баллистика. Подъем на сверхвысокую траекторию с апогеем порядка 4000 километров. С такой высоты линия прямой радиовидимости накрывает колоссальную часть нашей страны, превращая ракету в космический ретранслятор. Отделяется головная часть. Она стабилизируется микродвигателями, гасит вращение и жестко удерживает ориентацию на Землю. Начинается передача. Это не одиночный импульс, это непрерывный, многократно дублируемый код. В течение 15-минутного окна пассивного полета система буквально кричит одно и то же, давая шанс любому уцелевшему приемнику в шахте или лесной чаще поймать пакет данных даже сквозь шторм радиопомех. На уцелевших пусковых установках, в командных бункерах и узлах связи по всей стране активизируются приемники и декодеры. Они не верят на слово. Каждый принятый сигнал
проходят жесткий цифровой фильтр, контроль целостности, проверку подлинности и сверку криптографических ключей. Только после подтверждения валидности команда «Периметр» подает в систему боевого управления легитимный приказ. И ядерная триада начинает действовать как единый, лишенный страха организм. Шахтные пусковые установки принимают пакет данных и автоматически запускают предстартовый цикл. Огромные защитные крышки шахт отлетают и открывают путь воеводам и ярсам. Подвижные комплексы, рассредоточенные в лесных массивах, выходят на стартовые позиции, выставляют опоры и переводят ракеты в вертикальное положение. Подлодки принимают сигнал напрямую через поднятые антенны на перископных глубинах. Для тех, кто находится глубоко в океане, срабатывает дублирующая длинноволновая логика. Сверхмощный передатчик системы Зевс пробивает толщу воды коротким кодом. Это сигнал к немедленному всплытию на сеанс связи для получения полного пакета координат и кодов подтверждения. Стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС, успевшие подняться по тревоге в воздух или сохранившиеся на рассредоточенных аэродромах, получают приказ через резервные каналы ВКС. Экипажи начинают выход в назначенные районы для пуска крылатых ракет. Это момент, когда периметр завершает свою работу. Сигнал дошел, коды совпали, и теперь замерзшее сердце страны дает свой последний импульс через металл, пламя и инерциальные системы наведения. 3 часа 10 минут. В эту минуту никто на местах не выбирает цели по карте. Они были определены за годы до этой ночи. В мирное время Генеральный штаб непрерывно разрабатывает и обновляет оперативные планы ядерного применения. Каждой пусковой установке РВСН, каждому ракетоносцу флота и каждому борту авиации заранее выданы целевые пакеты. Это динамические данные, которые меняются вместе с базами противника, новыми узлами связи и перестройкой его инфраструктуры. Логика периметра здесь становится предельно холодной. В период кризиса высшее руководство могло успеть активировать конкретный сценарий. Например, ограниченный удар по военным объектам или максимально широкий тотальный ответ. Если система была возведена до гибели командования, она действует в рамках именно этого выбранного плана. Но если руководство уничтожено мгновенно и выбора сделать они не успели, вступает в силу главный смысл страховки. Машина запускает последний утвержденный план, заложенный в ее контуры как ответный. Государства как живого субъекта уже нет, но его последняя воля исполняется как программа. По военной логике приоритеты всегда распределены иерархически. Первая волна — это силы, способные нанести повторный удар, и узлы, которые этот удар организуют. Поэтому целями становятся позиционные районы шахтных МБР США, например, в Северной Дакоте, Монтане или Вайоминге. База стратегических подлодок Кингс-Бэй и Банкор-Китсап, а также мозг обороны, командный центр НОРАД в Шайен-Маунтин. И, конечно же, штаб стратегического командования в Офуте. Инфраструктура НАТО. Если удар идет через союзников, в пакеты попадают ключевые авиабазы, узлы связи в Европе и районы базирования британских ядерных сил, например, Фастлейн. Тихоокеанский рубеж. Крупнейшие опорные точки Гуам, базы в Японии и узлы, служащие плечом для развертывания сил в океане. Самое страшное в этой географии — отсутствие импровизации. Тысячи боеголовок ложатся на курсы, которые были рассчитаны, проверены и заложены в память машин задолго до первого сейсмического толчка. Это не вспышка ярости, это методичное исполнение заранее расписанного маршрута в мир, где больше некому отдавать новые приказы. 3:15. С этой минуты время перестает измеряться минутами до решения и превращается в минуты до последствий. Начинается фаза, которую невозможно остановить или скорректировать. В суммарном залпе ответного удара более 1500 боеголовок. Даже если ПВО сработает идеально и собьет сотни объектов, большинство все равно достигнет своих координат. Смерть цивилизации происходит не от одиночных взрывов, а от их кумулятивного системного эффекта. В эпицентрах удара человеческое тело не успевает почувствовать боль. Органические ткани мгновенно обугливаются или испаряются.
Для тех, кто находится в десятках километрах от взрыва, вспышка оборачивается полной потерей зрения. Световой импульс выжигает сетчатку глаз, даже если человек успел их зажмурить. Открытые участки кожи в радиусе 10-20 километров получают ожоги третьей степени. Синтетическая одежда плавится и буквально вскипает на теле, превращаясь в неснимаемый горящий кокон. Высотные подрывы генерируют электромагнитный импульс, который накрывает целые континенты. Это цифровая смерть планеты. В 1 секунду выходит из строя система управления энергосетей, узлы связи и спутниковая навигация. Высокотехнологичное общество распадается на изолированные группы людей, запертых в обесточенных городках без связи и понимания того, что вообще происходит за ближайшим холмом. Тысячи пожаров в промышленных зонах, на нефтехранилищах и в жилых кварталах сливаются в единые огневые штормы. Огромные массы сажи и пепла выбрасываются в верхние слои атмосферы, формируя непроницаемый экран. Солнечный свет начинает тускнеть, уступая место ядерным сумеркам. Температура падает, вегетация прекращается, и биология начинает убивать тех, кого пощадила физика. Разрушение инфраструктуры превращает оставшиеся ресурсы в бесполезный хлам. Больницы лишаются электричества, медикаментов, транспортные артерии перерезаны, запасы продовольствия больше не пополняются. Государство, как институт защиты, перестает существовать, оставляя выживших один на один с радиацией, голодом и холодом. В этот момент приходит окончательное понимание. Это не кризис, который можно переждать в подвале. Это точка невозврата, за которой мир, каким мы его знали раньше, окончательно распадается на части. 3 часа 27 минут. А теперь давайте вернемся обратно туда, откуда мы начали. В глубине гранитного массива, под ровным сиянием ламп, которое не менялось десятилетиями, на табло перед дежурной сменой горит одно единственное слово, ради которого была создана вся эта колоссальная машина. Разрешено. В этой точке техническая логика периметра достигает своего пика, а человеческая история, возможно, своего логического завершения. Однако именно здесь наша хроника обрывается. Все, что мы только что прожили, в этой реконструкции лишь плод математических расчетов и гипотетических моделей. С момента заступления на дежурство в 1985 году этот сценарий ни разу не покинул пределы испытательных стендов. И в этом заключается главный парадокс периметра. Ее триумф измеряется не количеством запущенных ракет и не мощностью ответного залпа. Ее истинный успех — это тишина. Прямо сейчас, пока я произношу эти слова, глубоко под уральским камнем мерцают мониторы, дежурные смены сверяют свои регламенты и слушают пульс планеты. Система жива. Она все так же чутко ловит каждый сейсмический вздох. Она ждет. Но пока периметр продолжает слушать тишину, мы можем быть уверены, у человечества все еще есть шанс на завтрашний день.